Уважаемые дамы и господа, занятие 4. Взаимоотношения, знания, навыки. Взаимоотношения, знания, навыки. На предыдущем занятии мы говорили, вряд ли кто-то найдется, кому эта тема безразлична. Потому что взаимоотношения, чувства, не только чувства, но возможность спокойно, без негатива говорить, там, заинтересованность, доверие, уважение, да, в целом общаться по душам, да, вот, на позитиве, с открытым сердцем, это очень дорого, это очень важно. И порядка 80% людей такой возможности, к сожалению, не имеют. У приличной части людей не то, что они не имеют такой возможности, но жизнь — это кошмар, это скандалы, да, к сожалению. Ну, и как бы шкала такая разнообразная, от ужасно, так что это не жизнь, а ад. Если постоянные конфликты, если, скажем, в нашей стране там, от алкоголизма чуть ли не каждый 10-й страдает, что это за жизнь для тех, кто рядом? Да, там, с наркотиками то же самое. Это кошмар. То есть для части людей взаимоотношения — это кошмар. Да? А хотел бы каждый. Каждый хотел бы, чтобы все было прекрасно. И наша задача понять, какова роль здесь развития. Она ключевая, потому что в основе взаимоотношений лежит человек. Лежит человек. Те убеждения, качества, которые он себе сформировал. И чтобы взаимоотношения были достойные, нужно решить ключевую задачу. Сам по себе человек должен быть свободен от зла, от негативных программ, убеждений, качеств. И он должен стать источником света. Только в этом случае он может рассчитывать на самые ценные призы. Все проблемы, которые он оправдывает, они могут его приговорить, они могут ему помешать. Фактически человек в жизни не поднимается, что в самореализации, что во взаимоотношениях, что в любой другой сфере не поднимается. Почему? Проблемы не пускают. Самые разные. Поэтому наша задача все проблемы шаг за шагом изучать и со всеми прощаться, чтобы человека ничего не угнетало, ничего ему не мешало, а достоинство выводить на максимум. И вот чем больше у человека сияет душа, тем более достойные, сияющие, благородные люди могут находиться рядом. Подобное притягивает подобное. Да, высокоэтичный человек, зачем ему общаться с невоспитанным, с хамом, когда у него есть множество других достойных людей рядом. Да? Поэтому подобное притягивает подобное. И чтобы была возможность на самые лучшие призы, должна быть цель. Я хочу этому соответствовать во всех своих проявлениях. Это возможность. А чтобы приз получить, его нужно заслужить. Дальше нужны действия, цели соответствующие и действия. В данном занятии мы то, что рассматривали в прошлый раз, немного подробнее рассмотрим. Первое — это отношения. Отношения первичные. То есть что это? Что вы знаете о данной теме? Какие там возможности, большие или маленькие, как их достигать? Сами должны за вами гоняться или в них нужно вкладывать? Насколько это ценно, насколько это дорожить, этим дорожить нужно и так далее. Да, отношения первичные. Если оно негативное, значит ожидает боль и страдания. Если равнодушно, будешь один общаться с Луной. Если позитивное, можешь получить что-то хорошее. Задача, чтобы оно было максимально позитивное, тогда можно получить максимум благ. И каждый получает то, к чему он стремится. Отношения определяют, какие цели будут поставлены, какие действия совершены, какие результаты получены. Да? Поэтому первая задача, которую нужно решить, правильное отношение выстроить, с остальным попрощаться. Второе, одно из ключевых, во все нужно вкладывать. Если человек что-то хочет получить, нужно вкладывать огонь своей души. Если человек не научится творить благо, те люди, которые для него дороги, дарить радость, помогать, и чтобы это было естественное состояние души, он будет обречен. У него никогда не будет душевных, открытых и сильных
взаимоотношений, тем более чувств. Кому-то нужно, если ты всех обираешь. Человек, который эгоист, обирает. Он роет яму между собой и другими людьми. Нужно научиться вкладывать и делать это с удовольствием. И третий ключевой вопрос, фактически последовательность развития человека, его способности общаться, его способности выстраивать взаимоотношения, она соответствует этапам развития отношений. То есть первое – это общаться комфортно, обходя острые углы, да, заинтересованно, внимательно, там, с комплиментами. Просто общаться без обязательств. И чтобы было хорошо. Быть интересным собеседником, вежливым, внимательным. Второе – быть надежным. Чтобы строить взаимоотношения, нужно действовать, делать. И делать с удовольствием. Да и формировать себя ради друга или любимого человека я готов. И я это обязательно сделаю, классно сделаю. Дальше следующее – это сложные вопросы решать спокойно, комфортно, не выпрыгивая, да, там, из себя. Да. Мы же хотим, чтобы наши отношения развивались. Пусть эта тема неприятная, но мне она очень важна. Давай спокойно рассмотрим, обо всем договоримся. Да, это убирает проблемы, раскрывает возможности. Ну и в конечном итоге, когда человек эти этапы проходит хорошо, можно говорить о том, что человек становится мастером развития чувств. Говорить, смотреть, улыбаться, действовать так, чтобы сердце пело, как классный актер на сцене.